ну что, все у нас хорошо сегодня. Все аппараты работают нормально, все радиостанции Советского Союза в сборе. То есть мы выходим в эфир на Ютубе, в Фейсбуке, в Твиче. Телеграм еще не запустил. Сейчас Телеграм. Думаю, кого-то я забыл. Кто у нас еще не в эфире. Все. И Телеграм, те, кто смотрит нас в Телеграм, тоже к нам присоединились. Я, правда, не знаю, в Телеграме нельзя посмотреть, сколько человек смотрит, но, наверное, будем надеяться, что кто-то смотрит. Итак. Так. Да, все, мы везде точно есть. Сегодня хорошая погода, электричество отключать не должны, поэтому все у нас будет, наверное, хорошо. Итак. Сегодня суббота, 18 октября, 11:03, а это значит, что каждую субботу, как обычно, в 11 утра мы с Владимиром Золотаревым приходим к нашим постоянным зрителям, которые уже сами к нам, или они к нам приходят. Тут уже трудно сказать, кто к кому приходит, но уже такая традиция сложилась. И по традиции я должен сказать шалом секта, Анкап Акбар. И вы мне все ответили, воистину Анкап. И это хорошо. Итак, 12 зрителей у нас уже есть. Написано, наверное, их больше, потому что статистика иногда опаздывает. 13. Замечательно. То есть зрители у нас уже есть, можем начинать. Вопросов пока нет, так что я напоминаю, что все подписчики могут прямо в чате оставлять вопросы Владимиру, и Владимир на них будет отвечать. Задавать вопросы можете на самые разные темы. Ответы наверняка будут. Ну, пока нет вопросов, поговорим о следующем. В общем, критики и противники либертарианства, что нам говорят? Вы, либертарианцы, анархокапиталисты, сволочи и подонки, хотите сделать все частным. Вот все будет частным, все это поделится на всех, и все. И что тогда? Тогда получается следующее, что в процессе раздела основную часть этого частного получат те, у кого сейчас есть деньги при переходе, правильно? Или те, у кого... Ну, а деньги есть у кого? Тех, кто рядом с государством. Либо госчиновники, судьи, у которых есть, очевидно, деньги. Или там, бизнес, который тоже возле государства. То есть фактически перейдет власть, опять же, от тех, у кого была, к тем, у кого была. То есть все останется как было, только теперь все станет частным, все поделится, они все себе заберут. У них будет возможность организовать собственные армии, и получится постепенно, ну так буквально в течение нескольких лет, ну скажем, Украина, да, ее всю поделят на отдельные княжества. И будут отдельные княжества, во главе которых будут стоять все те же самые люди. Потому что человечество так устроено, что власть всегда будет. Людям надо над кем... Есть люди, которые хотят эту власть иметь. Вот вместо одной большой Украины будут просто сборища княжеств. Потом эти княжества будут более сильные расширяться, менее сильные будут поглощаться или объединяться в королевство. И, короче... В общем, что вы, либертарианцы, предлагаете? Получается, с разговорами о капитализме, свободе и прочих полезных вещах вы ведете нас всех куда? В Средневековье. Вот что мы можем ответить людям, которые нам закидывают такие вещи? Средневековье — это хорошо. Вот. Но тут несколько сразу тезисов разных в этих утверждениях. Вот. Просто по очереди самого простого, что Средневековье — это хорошо. Вот. Средневековье подверглось такому черному пиару, там, начиная с эпохи Просвещения, да, потому что это люди, которые занимались эпохой Просвещения, они все были так или иначе этатисты, вот, и сторонники центральной власти. И от них идет, собственно говоря, кстати говоря, и определенная история София, да, которой герой, значит, вот объединяет разрозненные племена, и это считается хорошо. Вот. Или там борьба королевской власти против власти баронов тоже считается хорошо, и мы на стороне типа короля.
Вот, так мы с вами на стороне баронов, да, то есть в этом выборе понятно, что это выбор там из разных зол, вот, и то, и другое зло, скажут мне люди в белых пальто, но я их слушать не буду, потому что есть разница между, допустим, ГУЛАГом и шведской тюрьмой, но то и другое это тюрьма, то между ними есть разница, если можно выбрать между ними, то надо делать такой выбор, и человек, который будет утверждать, что его делать не надо, вот, на него будут смотреть как на идиота, потому что он и есть идиот. Вот. Так вот, как говорится, мы на стороне баронов по той простой причине, что чем больше баронов, тем они как бы менее злые, потому что у них нет ресурса. Вот, для того, чтобы быть злыми, им нужно договариваться со своими как бы подчиненными, да, вот, и так далее, и так далее, и так далее, что нам, собственно говоря, эпоха средних веков и демонстрирует. То есть она демонстрирует нам королевскую власть, которая совсем не похожа на ту королевскую власть, которая была в эпоху там, уже Людовика XIV. Это две разных системы, но почему-то и то, и другое называется. Как бы, ну, много такого на самом деле у нас во всех науках, когда разные явления называются одним и тем же словом. Так вот, я бы на самом деле разделил и называл бы по-разному. Как бы средневековые там королевства и феодальное вообще всю эту систему, да, и, допустим, королевство там Людовика XIV, это две разных совершенно системы. Вот. А потом появился, значит, у нас, ну, пошла тенденция, понятное дело, к централизации, да, появились там разные Жанны Бодены, а после него, значит, Макиавелли, которые создали конструкт, да, который у Бодена назывался суверен и суверенитет, в целом идея суверенитета как оправдание вот, абсолютной власти. Вот. А уже Макиавелли и те, кто были после него, они создали конструкт именно государства. Государство как отдельная вечно живущая как бы такая система, структура, ценность, сверхценность, ради которой государь, собственно говоря, и должен стараться, и это дает ему оправдание в его том факте, что он может нарушать нормы морали, которые другим нарушать нельзя. Они, кстати говоря, прекрасно видели эту проблему, которую потом замахнули под коврик, что государство аморально, оно делает те вещи, которые обычным людям делать обычная мораль запрещает. Они эту проблему прекрасно понимают. Сейчас ее все делают вид, что такой проблемы вообще нет. Вот, так, что касается Макиавелли, то и там ряда еще как бы ученых, вот, они эти проблемы понимали. И они выдвинули как бы теории, которые их оправдывали. Ну и все это как бы потом шло в одной куче с уже позднее с эпохой Просвещения, где вот, собственно говоря, родился современный Левиафан, его формы, значит, которой мы с вами наслаждаемся. Вот. А что касается, это первый вопрос по поводу вот этого самого множества княжеств и так далее. Это гораздо лучшая система, чем та, которую мы имеем сегодня. Ну, чтобы это понять, достаточно себе представить, что... Давайте представим себе на секундочку, что Советский Союз не распался в 1991 году, и что, допустим, Майдан 2013 года был в Советском Союзе. Да, представим себе, ну, мы просто помним как бы муки Януковича по поводу того, где ему взять ментов для подавления. Вот. Потому что киевские менты не хотели этим заниматься, потому что они тут все живут, все знают. Вот. Несмотря на то, что Киев все-таки большой город, но даже как бы в этих условиях это работает. В итоге были найдены севастопольские а-ля русские менты. Да, то есть были под видом, вроде как были и севастопольские, но говорят, что под их видом были привезены еще какие-то москали. Вот, которые, собственно говоря, и там занимались разгонами, так сказать, всех этих майданов. Вот. Так вот, в случае Советского Союза этой проблемы не возникает вообще, да, то есть берутся какие-то менты там с какой-нибудь Сызрани там, или еще откуда-нибудь, привозятся и спокойно разгоняется весь этот Майдан, так сказать, и на этом все заканчивается. Но это просто простая демонстрация, да, то есть размер имеет значение, да, для государства, имеет очень большое значение. Вот. Он резко, маленький размер, он резко ограничивает почему-то вот всякое такое вот злобность, скажем так, да, которую проявляет государство, потому что народу мало,
Вот он живет, князь Лихтенштейн, рядом в соседнем доме, вот, и все его знают как бы лично, и поэтому даже если бы он был как бы злым каким-то там правителем, он бы не смог ничего в таких условиях особо ничего сделать. Вот, потому что он должен уже переходить от институциональных способов как бы агрессии к личной. А что дает именно преимущество как бы нынешней системы, это то, что как раз личного можно избежать. То есть, когда агрессия становится институциональной, и отношения становятся деперсонифицированными. Это очень хорошо видно. Вот. Я это почувствовал буквально физически, когда сдал экзамены в последнее военное училище, потом нас побрили, дали форму, и, значит, построили, и вот мы уже курсанты. И насколько изменилось отношение людей, значит, которых ты знал, с которыми там многими жил там в одном дворе, да, то есть те, которые были вот офицеры. Вот. Вроде бы ничего не произошло, да, но вот формальные какие-то штуки, процедуры случились, и ты уже другой человек, тебя уже можно там пинать, значит, там, наряды тебе, значит, давать вне очереди, там, орать на тебя там, и так далее, это вполне законно, легитимно и так далее. Вот. А до этого момента буквально там час назад это были хорошие знакомые там дядя Петя, дядя Коля. Вот. И вдруг они из дяди Пети, дяди Коли превращаются, значит, в совершенно каких-то неудобоваримых монстров, потому что вступают в действие институциональные механизмы, которые делают отношения деперсонифицированными, вот, и позволяют дяде Пете и дяде Коле, все равно, что понятно, что отношения эти все равно остаются между людьми, но и в моей, и в его голове они уже как бы другие, что позволяют им делать те вещи, которые в других условиях они бы делать не могли. Вот. Так вот, ситуация, когда отношения персонифицированы, она всегда значительно мягче, чем тогда, когда они деперсонифицированы. Потому что стороны вынуждены всегда, даже если это какая-то там семья, да, вот часто любят нам рассказывать про какие-то страшные семьи, ну, я не буду на этой теме сейчас останавливаться, вот, но все равно любая такая семья, значит, она всегда лучше, чем государство, потому что так или иначе, там, какой бы там злобный папаша или, как правило, на самом деле злобная мамаша не терроризировала эту семью, вот, все равно это все равно отношения, это все равно возможность не согласиться, хлопнуть дверью, в конце концов уйти, вот, и так далее, и так далее, и так далее, с чего отношения деперсонифицированные, институционализированные, напрочь лишены. Вот, у вас этих возможностей там нет, потому что вы из субъекта живого со своими меняющимися какими-то интересами, возможностями, со своими позициями, которыми вы можете воздействовать на позицию другого человека, превращаетесь в объекты, которыми вот эта институционализированная машина манипулирует. Вот. А теперь, значит, переходим уже к главному вопросу по поводу частное и государственное. На самом деле никакой разницы между ними нет, и то, и другое это частное. Вот. Вопрос просто в том, то есть, ну, с точки зрения как бы проксиологии, то все это, любая собственность и любая, так сказать, любые объекты, которые человек использует в своей деятельности, это есть, собственно говоря, частный объект, потому что он их использует. То есть это вы что-то делаете и этим пользуетесь, да, и вы на данный момент являетесь тем, кто пользуется этим объектом. Там могут устраиваться в этой связи как бы достаточно многослойные конструкции, например, как, ну, вот мой любимый пример, там, да, скамейка в парке, вот вы на ней сидите, пока вы на ней сидите, вы практически ее используете, то есть вы фактически ее владелец. И в нормах права и формальных государственных этого не существует, а в данном случае право здесь реализуется через этику и даже этикет. Да, и вот по нормам этикета любой человек, который хочет присесть к вам на лавочку, он, в принципе, должен спросить у вас там разрешение, что воспитанные люди и делают обычно. Вот, а можно я тут? Значит, ну да, пожалуйста. У кого они спрашивают? Они ж не бегут к директору этого парка или там Киевкоммунглав будут строить там и так далее, и не спрашивают, который является владельцем формальным этой лавки, а владелец он действительно формальный и окончательный, потому что он может, как мы это узнаем, потому что этот человек может ее снести. Он может уничтожить этот объект. Вот. То есть тот, кто может объект уничтожить, менять его назначение и так далее, он и есть владелец, де-факто.
Вот. Но пока вы на ней сидите, вы тоже являетесь этим самым владельцем, поэтому могут устраивать вот такие, потому что это ваши отношения уже в ваших отношениях с людьми, которые тоже претендуют на этот ресурс. Вот, вы тоже являетесь как бы владельцем этой лавки, хотя там Киев, Главбуд, там Шмут и так далее является формальным владельцем. И если кто-то придет и начнет эту лавку выкапывать оттуда, что-то с ней делать, туда прибегут люди в желтых жилетах, в оранжевых, значит, и потом прибегут менты, значит, начнется драка там, и так далее. Но в тех вопросах, когда что касается, а можно ли мне присесть, да, то буду спрашивать у вас, потому что вы здесь сидите, и вы пользуетесь этой лавочкой. Вот. И это считается как бы правилом вежливости, а на самом деле это права собственности, все те же самые. То есть у нас нет ситуации в живой природе, когда бы существовали какие-то отдельно взятые сферические вакуумы, там, права там, государственные, коллективные, какой хотите собственность. Нет такого. Это всегда распоряжение какими-то ресурсами, какими-то конкретными персонами. Вот. Поэтому разницы между государственной собственностью и частной собственностью никакой нет. Она есть именно вот с точки зрения там, формализации вот этих вот отношений, да, праксиологических. Она есть в другом, что действительно отличает права собственности частные от прав собственности как бы государственные, которые тоже частные, как мы сказали. Они состоят в том, в какой системе эти самые отношения существуют. Вот. То есть и отсюда какие стимулы порождают они у тех людей, которые как бы распоряжаются этой собственностью. В этом есть колоссальная разница, потому что то, что мы называем частной собственностью, оно, как правило, ориентировано либо на личное потребление, вот, то есть мы это едим, там, на этом там, спим или там, на этом ездим, вот, либо оно касается того, что мы производим что-то для обмена с другими людьми. Опять-таки ради того, чтобы получить там, деньги или непосредственно какие-то вещи, которые мы потом все равно будем потреблять. Вот. И то, и другое создает для нас, значит, стимул, ну, как правило, хорошо, во-первых, относиться к этому ресурсу, да, заботиться о нем, вот, потому что мы его либо используем для вот этих двух групп целей, да, то есть либо мы это используем для производства, и мы потом продаем этот продукт, да, обмениваемся им с другими людьми. Вот, соответственно, мы должны делать так, чтобы этот продукт был нужен этим людям, вот, потому что они у нас его просто-напросто тогда не купят, и мы останемся, значит, мы потратим кучу ресурсов и останемся ни с чем, да, то есть там обмен не состоится, и мы как бы проиграем, вот. Либо мы это непосредственно используем в своей жизни, то есть там какой-то дом, квартира, там машина и так далее, поэтому вот частник всегда как бы он за этим делом ухаживает, там, следит и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А в случае так называемой государственной собственности все не так. То есть у него находится в распоряжении эта собственность. Например, возьмем там какого-то председателя колхоза при советской власти. Вот. У него в распоряжении там огромное количество земли, вот, техники, и его формально вроде бы задача производить там какое-нибудь зерно и так далее. Но его доход, его положение в системе, да, то есть его доход опять-таки связан с его положением в системе. А доход состоит не только из денежных знаков, он состоит из возможностей, которые дают ему место в этой иерархии. Вот, а там, значит, чем выше ты по этой лестничке поднимаешься, тем больше у тебя возможностей. Даже зарплата может не меняться, да, но у тебя больше возможностей будет на следующем ранге. Тебе там можно будет там какой-нибудь спецраспределитель уже ходить, например, там, да, или тебе там путевку там в какой-то, значит, ведомственный там санаторий ты можешь получить, или еще там какие-то там прочие разные плюшки, которых обычный человек не имеет. Вот, поэтому и в итоге, да, то есть он зерно не продает, вот, он зерно сдает, да, то есть как они там в программе «Время» рассказывали, что там намолотили там столько-то, значит, центнеров, почему-то в центнерах измерялось это дело, даже не в тоннах, значит, зерна, и там колхозники такие-то сдали государству. Они не продали нифига, то есть никакое государство ничего у них не покупало, они его отдавали. Вот. Соответственно,
смысла особого следить за тем, сколько они там сдали, как они сдали и так далее. То есть ему надо было в какие-то нормы укладываться, но стимулов для, грубо говоря, того, чтобы это зерно было хорошее, чтобы оно было лучше, чем у других, чтобы его было больше, да. То есть он от этого ничего не имел. Он имел только от того, насколько хорошо он там исполнял политику партии, играл во все эти бюрократические игры там, и так далее. А это было только как бы поводом владения вот этой землей, было только реальное владение этой землей было только поводом для того, чтобы он участвовал во всем этом, во всех этих бегах. Вот. Поэтому Советский Союз вечно страдал, значит, от разного там недорода, голода и так далее, потому что по большому счету ему все равно. Что зерно в этих мешках, что камни, значит, что песок. Вот. То есть разницы никакой нет. Вот он сдал родине, значит, там чего-то там такое, да, и на этом все закончилось. Вот. А там точно такие же. То есть все, что касается техники, там какой-нибудь там комбайнов, запчастей, обслуживания этого всего дела, сидят точно такие же люди, которые тоже, у которых тоже стимулы направлены совсем не в сторону того, чтобы как бы оно все работало и так далее, и так далее, и так далее. Потому что они все являлись винтиками в этой машине, и они эту машину и свое место, свой, так сказать, винтик, да, то есть его размер, там, уж не знаю что, вот, рассматривали как главную цель своей деятельности. Не деньги абстрактные, а вот конкретные какие-то вот. А вот если я это сделаю, да, то вот я, значит, там стану каким-нибудь там бригадиром, а после бригадира уже могу претендовать там на еще какое-нибудь там место, а потом еще на какое-нибудь там и так далее. Вот. И главное, что, опять-таки, стать бригадиром у него не было связано с продуктивностью его работы никак. Ну, вот он мог там, допустим, удачно жениться там, или какие-нибудь интриги там плести, или еще что-нибудь такое. Ну, вот. Поэтому в этом и разница между государственным и частным. Вот. То есть в том, что стимулы людей в так называемой государственной, при государственной собственности, они все направлены совсем не туда, куда они направлены в случае, когда собственность частная. Поэтому даже если мы берем худший сценарий, когда ну, представим себе, ну, правда, люди почему-то думают, что приватизация будет проводиться путем выкупа. Ну, я лично, например, не поддерживаю такую схему приватизации. Ну, представим, пускай даже так. Вот, и вся эта публика, она радостно повыкупает там чего-то, значит, заводы, значит, там пароходы и что там еще, газеты, значит, и так далее. Вот. Но дело в том, что все эти люди, если они вдруг, может быть, у всех есть предпринимательский талант, и дай бог тогда. Если они смогут работать нормально в условиях открытого рынка, потому что если ты выкупил, у тебя меняются стимулы. Радикально. Теперь ты должен работать. Теперь ты должен это все куда-то деть, продать и так далее. Вот. То, что ты выкупил, чтобы оно у тебя работало. Вот. И это уже совсем другая жизнь. Это совсем другая жизнь, где нужны совершенно другие навыки. Поэтому я лично, ничего, я считаю, эту схему не очень хорошей, но ничего против не имею, если, скажем так, гарантирована нормальная работа права. Вот. То есть эти люди могут спокойно потом банкротиться. Вот. И если они не могут этой собственностью управлять, то она попадет в руки тем, кто может ей управлять. Потому что тогда люди будут смотреть, там, те, кто знает, например, там, как этим делом правильно распоряжаться, они будут у них ее покупать, потому что те с ней справиться не смогут. Вот. А если смогут, так и хорошо. А что в этом плохого? Ну вот он купил там дорогу, по ней все ездят нормально, там нет никаких пробок, ничего. Ну и ладно, если он там раньше был какой-то судья или там прокурор или еще что-то. Наворовал где-то там, ну и что? Ну, дорога работает. Какие вопросы? Вот и все. Тут нет никакой проблемы. Нет никакой проблемы. То есть мы давайте просто не будем попадать в ситуацию наших врагов, которые, значит, везде пытаются искать какие-то, значит, шашечки вместо ехать. Вот, что там
не назвал, значит, этого Путина, значит, земляным червяком, значит, плохой человек. А хороший человек – это тот, который назвал его земляным червяком. Вот. Хотя, как бы, один может что-то делать, другой ничего не делает, только называется земляным червяком, но все радуются от этого, что он его назвал, значит, вот, и поэтому он хороший. Вот, никакой он не хороший. То есть надо смотреть, кто что делает, там, а кто чего не делает. Вот. Так что здесь тоже ничего такого быть как бы не должно, да, и надо всегда смотреть на результат. Вот, прокурор или не прокурор, если он больше там, людей не грабит, там, взяток больше не берет, потому что никто ему не дает, понятное дело, потому что он больше не прокурор. Вот, а просто занимается своей дорогой, и по этой дороге как бы нормально ездит транспорт и без вопросов, вот, то после этого уже всякие вопросы исчерпаны. Вот. Но я думаю, что если такая схема приватизации действительно будет, да, если там большинство этих людей выкупит какие-то объекты, то точно так же большинство из них через какое-то довольно короткое время поразоряется, потому что они привыкли к другим стимулам, вот, и адаптироваться так быстро, как бы и уметь уже работать на рынке, где нужно давать продукт, да, а не, извините меня, задницу начальнику лизать, то это другие навыки, да, другие навыки нужны. Вот, то есть, а у них, может быть, их и нет. А если есть, ну и слава богу. Слава богу, поэтому я не вижу здесь никакой проблемы. Вот. То, что возникнут какие-то княжества и какие-то армии, я лично в это не особо верю, потому что если вам известны уже рыночные отношения и то, что можно там теоретически открыть фабрику и продавать всем желающим свою продукцию, то у вас нет стимула никакого, опять-таки, для создания вот этих вот самых княжеств. А зачем? Чтобы что? Да, если вы можете нормально зарабатывать на рыночных как бы вот этих вот отношениях, чем огораживание проводить, значит, какие-то локальные там и так далее. В государственной системе, безусловно, такие стимулы есть. И оно так и работает почти везде, да, то есть везде есть централизованная как бы власть, и везде есть местные бароны, с которыми так или иначе эта власть на ножах, вот, даже, классический пример – это Китай, который состоит на самом деле вот из такой полуфеодальная такая система, где товарищ Си не может, на самом деле, это не всесильный какой-то диктатор, который там может там со всеми расправиться, его власть тоже зависит от согласия вот этих вот баронов, которые под ним. Вот. И мне один китаевед, когда я тоже думал раньше, что это как бы такая очень централизованная, он сказал мне, что даже при Мао не было как бы такой окончательной и полной централизации. Вот. Несмотря что там на то, что они все время меняли этих местных начальников, но все равно они добиться этого не смогли. Добиться этого не смогли, а что уже говорить про сейчас. Да? То есть, вот. Аналогично возьмем советскую систему, да? То есть почему товарищ Сталин постоянно занимался вот этими всеми арестами и прочей, значит, фигней, именно для того, чтобы не допустить вот этого вот баронства, да, но оно все равно было. Потому что он его давит здесь, оно вылазит там, да, то есть он его давит там где-то в каких-то министерствах, ведомствах, оно вылазит в виде НКВД. Вот, они потом, значит, разделяют это НКВД, потом опять его, значит, объединяют именно для того, чтобы у него не было много власти. Для того, чтобы у него не было слишком много власти. Вот. А уже после товарища Сталина там уже как бы и на уровне республик это все существовало, там вспомним это там знаменитое это узбекское дело, там и прочие вещи, вот. И то, что, как мой папа говорил, что в Грузии нет советской власти, когда он первый раз туда попал, это действительно выглядело именно так, вот. И это существовало на уровне министерств, где каждое из них это было фактически отдельное государство со своими там даже и у некоторых и силами безопасности, вот, со своими там санаториями, там жилье. Дом, это ж не просто дом строил там Киев, главбуд, там чего-то, это строила какая-то контора, как правило, это были ведомственные дома жилые. Вот. И вот у одних они были хорошие, у одних, допустим, в одном, если ты работаешь в системе там одного министерства, как правило, так или иначе, у тебя есть шансы получить жилье, а у другого министерства, допустим, оно более бедное, да, у тебя таких шансов, там, допустим, меньше. Вот. То есть де-факто этот СССР, он тоже никогда не был таким
централизованным там, и так далее. То есть, там, и между всеми этими конторами всегда шла борьба за бюджеты, которые они, значит, там собирали. Вот они всегда, значит, боролись за свое место под солнцем. Вот. Ну, понятно, там Минтяшмаш этот был всегда в лидерах. Вот. Но тоже могла быть ситуация, когда бы его оттуда и потеснили, этот Минтяшмаш, там, ну, вот, к примеру. Вот, рано или поздно, да, то есть, если бы там были другие сценарии, там, к примеру, если бы, допустим, с Америкой что-то случилось, с главным как бы конкурентом, да, противником, то позиция Минтяшмаша, она бы резко упала, к примеру, потому что, вот он, геополитический противник, допустим, там погряз в гражданской войне какой-нибудь, там и там какой-нибудь Росков, вот, так а зачем нам тогда вот это все, сказали бы все остальные министры. Вот. И товарищ там Брежнев или кто бы там был, не нашел бы, что им возразить. Да, и, соответственно, бюджеты были бы уже совсем другими, и позиция этой конторы среди прочих контор, она была бы уже совсем другой. Вот. Поэтому как бы структура, скажем так, реальности, да, она диктует те формы, в которых люди взаимодействуют друг с другом. Вот. Так вот, если у вас есть в этой структуре уже известные рыночные отношения, то они называются там, что любой может производить для любого и любому продавать, да, то в принципе стимулов создавать баронство у вас никаких нет. Если у вас есть государство, тогда, конечно, баронство ваше, это всегда любой чиновник пытается создать свое маленькое баронство, где он, значит, все контролирует. Вот они вот здесь вот у нас, Украина, это просто многослой таких вот баронств. Вот, и все без исключения президенты, они пытаются с этим бороться. Ну, вот этот нынешний, по-моему, там так немножко поборол это дело. Вот. Думаю, что прежде всего за счет западной помощи, в том смысле, что он как бы платит им довольно высокие зарплаты. То есть у них есть большие стимулы быть лояльными, вот, потому что раньше они жили больше с коррупцией, и, там, с крышевания, там, с чего-то такого, а не непосредственно своего дохода, а теперь, в принципе, у них и доход неплохой по нашим меркам, и им особо там как бы быть нелояльными не очень хорошо. Вот. Но, тем не менее, все это существует, и это существует в любой стране, и будет существовать, потому что существует государственная система, то есть иерархическая, которая дает возможности на любом участке иерархии пытаться создать свою еще, которую я тоже тут локальненько, значит, чем-то тут рулю. Вот. Поэтому, если у вас есть эта система, да, существует, то у вас появятся и баронство, и княжество, а потом и большое государство. Вот. Потому что разницы здесь нет, да, разницы здесь нет. То есть мы можем начать сверху, а, как правило, это и начиналось сверху, да, пришел Вильгельм Завоеватель, вот, захватил Англию, и потом своим, значит, рыцарям пораздавал там земельные наделы, вот, а перед этим там были саксы, которые были не очень согласны, и вот вся, значит, последующая история там на несколько веков, это было взаимодействие, значит, новых нормандских баронов со старыми, значит, саксонскими. Вот, и там Айвенго и все остальное нам, значит, об этом немножко в литературной форме, значит, рассказывают. Но так или иначе, да, то есть вот когда у вас эта система уже заложена, вот тогда у вас эта проблема и возникнет. Но если у вас свободное общество, где этих горизонтальных, в смысле вертикальных, так сказать, отношений грабежа нет, вот, то, собственно говоря, откуда тогда взяться и как он будет держать это все баронство, если все люди вооружены как минимум, и они точно так же могут любое там охранное агентство или любую другую контору создать. Ну вот у людей, люди обычно смотрят вокруг себя и сразу представляют, вот живу я в городке, и этот городок приватизировали каким-то образом. У него появился владелец всего города. И сразу возникает вопрос, как ездить, вот у нас в чаті, кстати, вопрос, а по місту як їздити, за кожну окрему вуличку платити місцевим власникам, а якщо корпорація монополізує переважну більшість послуг, то чи не призведе это до глобальных манипуляций с ценами? Ну, то есть человек представляет, что вот он живет в городе, город стал частным, и все, там появился владелец, который устанавливает свои правила, у него свои конторы, которые предоставляют все услуги,
Ну, то есть, берет за все деньги и все. Ну, то есть осталось еще представить, что обнесли колючей проволокой, никого из этого города не выпускают. Но вот есть такой Титус Геббель, ну, и есть такая как бы тема, которая называется панархия, вот, которые как раз и выступают за вот эти частные города, у которых один владелец, то есть который, ну, либо частное лицо, либо там какая-то компания владеет территорией, и понятно, что как бы эта компания зарабатывает, допустим, ну, разные могут быть способы заработка на самом деле. Вот. Это может быть банальная подписка, где вот, к примеру, такой владелец представляет, ну, большинство нынешних, значит, там, коммунальных услуг, вот, охрану порядка и инфраструктуру. Вот, допустим, городок, где там улицы какие-то, значит, там дома он владеет этим и так далее. Это одна схема, другая схема – это аренда, когда вы какой-то владелец большого земельного участка сдает просто отдельные участки в аренду, она более как бы такая выглядит, ну, как бы более рыночная. Вот. Но все равно у него есть, допустим, требования к аренде, допустим, там могут быть включены как условия аренды определенные требования к арендаторам. Вот. Вести себя, значит, определенным образом. Да? Вот. Но дело в том, что в чем преимущество такой схемы? В том, что вы можете голосовать ногами, в отличие от нынешней ситуации. Потому что сегодня вам некуда деваться, и переезд из одной страны в другую – это слишком дорого, мягко говоря. Даже если есть куда поехать, а сейчас уже и некуда поехать. На самом деле везде все одинаково. Вот. Поэтому в такой ситуации как раз владелец вот этого городка, вот, понимая, что люди от него просто сбегут, если он не будет вести себя хорошо и не будет нормально удовлетворять их потребности, вот, сбегут к другому, более умному, который будет понимать, что люди будут платить тогда, когда они что-то получают взамен. Если рядом есть, или пусть даже не рядом, есть другой такой же городок, где владелец более умный, это обычная рыночная конкуренция. Только конкуренция в данном случае между целостными системами, значит, управления. Вот модель у этого такая, у того такая, и вот в ходе конкуренции выясняется, какая модель лучше. Если одна выигрывает у другой, то рынок принимает со временем как бы определенную модель. Да, и все начинают делать так. Потом видят, что кто-то придумывает какую-то инновацию, да, он начинает делать по-другому, например, приходит к аренде, вот, от прямого такого управления переходит к аренде, и все видят, что он зарабатывает больше, и аренда начинает внедряться как наиболее, значит, перспективный способ заработка. Вот и все. Вот это точно так же, как... Но дело в том, что сейчас государство напрочь лишено возможности вообще каких бы то ни было инноваций. То есть государство предполагается современными как бы теоретиками и особенно практиками в виде политиков священной коровой, где вообще ничего менять никогда нельзя. Что это есть некая, так сказать, данность, которая вот она вот есть сейчас, и это лучшая из возможных как бы система, там, ну, вот про демократию любят говорить, что это там лучшее за исключением всех остальных, там якобы Черчилль это сказал. Вот. Значит, но это не так. Да? То есть даже если мы давайте отбросим этические как бы составляющие, не будем говорить о грабеже, там, ну, этические и правовые на самом деле, ради которого как бы государство существует, а посмотрим на него просто как на систему управления, она никуда не годится. Она нуждается в радикальных инновациях. Но сейчас как бы оно существует в таком виде, когда инновации невозможны. Вот. При этом как бы сами эти, значит, люди, которые правят государством, легко нарушают всякие конституции левой ногой, значит, как им захочется. Но если вы захотите это сделать, да, то вас обвинят там в какой-нибудь госизмене, там, и прочей какой-нибудь фигне, там, покушение на священный конституционный строй, там, еще какую-нибудь ерунду. Вот. То есть эта штука должна, даже если, еще раз говорю, не смотреть на нее с точки зрения права и этики,
просто смотреть чисто утилитарно, она должна как бы быть подвержена инновациям точно так же, как и все остальные. А для этого нужна конкуренция. Без конкуренции инноваций нет, потому что инновация – это социальное явление, а не технологическое. Вот. Должна быть конкуренция. Вот в таком виде как бы конкуренция будет. То есть частные какие-то города там я вполне допускаю, хотя я считаю эту форму слишком громоздкой. Вот. Лично я сторонник, например, приватизации через Гемстед. Вот. Это был бы лучший вариант. Самый лучший вариант это вообще было бы, если бы, когда совок распался, если бы люди знали о том, что существует как бы Гемстед, и были бы там какие-то лидеры, которые бы все это обеспечили, то это был бы лучший механизм. То есть присвоение бывшей государственной собственности теми, кто ей пользуется. То есть в городах это жители улиц, на которых как бы, которые там живут, да, предприятия, улицы в том числе могли бы, например, я считаю, на них могли бы претендовать и на владение этими улицами, допустим, даже те, кто ими пользуются в качестве водителей, например, если это какие-то оживленные трассы, вот вы ездите, поэтому можете сказать, вот я еду там и так далее, постоянно вот по этой дороге, и вот я хочу на нее претендовать. Вот. То есть это как первичная форма как бы совладения некой территории, да, потом эти совладельцы решают, как они дальше будут. То ли они будут продавать это какому-то, одному частнику, то ли они это будут учреждать среди себя там акционерное общество и самые разные формы каких-то, компаний с целью поддержания этого ресурса в порядке и получения от него дохода. Вот. И опять же, вечная тема по поводу дорог, там, шлагбаума и того, что вот у каждой улицы будет, свой хозяйчик. Люди как-то странно к этому относятся, потому что, тот же самый человек, который пишет вот эти вещи, говорит, если бы он был хозяйщиком этой улицы, первое, о чем бы он думал, это о том, чтобы никакого шлагбаума там не было. Как сделать так, чтобы люди беспрепятственно ходили и при этом не платили, потому что его задача сделать так, чтобы как можно больше людей ходило по его дороге. Потому что это один из источников его дохода, и может быть даже и главный источник его дохода, к примеру. Это не просто, что он владеет, но он владеет, а может и владеет. Я, представляю, что я владею Луной, да, и говорю, я владелец Луны, например, да, то есть, но я ничего с нее не могу получить. Владелец он тогда, когда он использует ее для чего-то. Вот. Потому что если я владелец, улицы такой-то в Аргентине, то, извините меня, мне это как-то до лампочки, да, потому что я ничего не могу с этим сделать. Вот. А когда я владелец улицы, на которой я живу, вместе с другими, то я всегда буду думать о том, что что-то, наверное, с этой улицы надо делать, и как-то так вот мы шлагбаум поставили, берем по 5 копеек там, вот, но надо как-то так сделать, чтобы шлагбаума не было, и чтобы люди там свободно ходили, а 5 копеек все равно я свои получал. Вот. И я уже там выдумаю миллион разных схем, там, начиная от там всяких датчиков на машины, да, и прочее. А потом у меня будет, появится стимул с другими такими же мелкими, объединиться, но сохраняя как бы свои права собственности, мы просто создадим как бы контору, которая и будет там заниматься, допустим, монетизацией этого всего дела. То есть налепка будет не только на мою уличку, да, а там еще и на какие-нибудь там соседние, там на какой-нибудь район, вот, а то и в рамках всего города, например. Вот. Человеческая изобретательность, она безгранична, понимаете? Вот. Она безгранична, поэтому у людей будет огромный, мощный стимул решить именно эту главную проблему. Как сохранить свой доход с участка, допустим, с куска улицы, да? Вот. Естественно, но при этом сделать так, чтобы не было никаких помех для тех, кто по этой улице ходит, потому что это и есть мой доход. Мне нужно, чтобы они там ходили, чтобы они там не толпились перед этим там, турникетом или еще где-то, а свободно, не задумываясь об этом, шли куда-то и так далее. Вот. И вариантов этого много, начиная от того, что просто плюнуть и продать кому-то, кто будет это покупать, допустим, да, в целях укрупнить, потому что есть, половина дороги, скажем так, это не даст вам вообще никакой прибыли, допустим, а вот целая дорога там от А до Б, да, она
такую прибыль даст. Вот есть такие эффекты. Значит, в экономике там половина автомобиля, она никому не нужна, к примеру, да, а вот целый автомобиль вы уже можете продавать. Вот. Естественно, будет спрос на такие, значит, более-менее целостные участки, и будет предложение и так далее, но это уже дальше уже решайте сами. То есть уже можно продать такому как бы человеку, да, до того, либо придумать какие-то варианты, когда вы все равно останетесь собственником, но при этом у вас не будет этого геморроя с допуском, недопуском и так далее. В конце концов, люди могут ходить бесплатно, а вы можете жить за счет рекламы, то есть продавать там рекламное место на этой улице. Это самое простое как бы из доступных сегодня решений, которые вот так вот очевидно, его видно, да, то есть, а могут быть такие, о которых вы не думаете. Я всегда на эту тему привожу пример, который меня в свое время потряс, когда мне сказали, что один наш там общий знакомый там разбогател, да, вот, и мне стало интересно, каким он бизнесом занимается, и мне сказали такое слово «аренда мебели». Вот мне в жизни никогда в голову не придет заниматься арендой мебели. Для меня, скажи мне, что аренда мебели – это доходный бизнес, я посмотрю как на дурака. А вот человек, да, он понял, что это доходный бизнес. Вот он сдает мебель, значит, там, в офисы, там, еще куда-то, там, где-то, вот. Понимаете? То есть, и масса такого, что вы думаете, что это, ну, что прибыльные решения – это какие-то вот решения от А, Б, да? Но на самом деле их еще целый алфавит, но вы их просто не видите. Вот, в силу отсутствия у вас там опыта определенного и так далее, и так далее, и так далее. Точно так же и здесь. Вот, точно так же и здесь. Я не вижу с этим проблемы никакой. Вот, потому что я на 100% уверен, что люди найдут, как заработать свою копейку, только дайте им возможность. Вот. А что касается схем приватизации, то я как бы сторонник Гемстеда. То есть вот тот, кто использует, тот и должен этим владеть. А потом он уже сам решит. Если он не в состоянии впоратись с этим, да, то он будет это дело продавать тому, кто в состоянии. Либо искать какие-то формы организации, которые позволят ему все-таки получать с этого какой-то доход. Ну, вот интересно, что в Штатах, в штате Коннектикут, например, есть такой Masons Island. Ну, я там был. Это частный остров. Вот там люди живут, они не хотят ни от чего зарабатывать. Вот у них идея в том, что это наш остров, и мы на нем живем. И не хотим никого выпускать. Но у них есть проблема в том, что дальше, через следующий остров, называется Эндерс Айленд, там публичный рехаб. Там был частный остров, который ее владелица передала религиозной организации, и по договору с Mason Island всех, кто едет на Эндерс Айленд, нужно пропускать бесплатно. И вот это вечный конфликт владельцев Mason Island, которым не нравится то, что через них ездят бесплатно, и тех людей, которые все время ездят на этот Эндерс Айленд. Причем там Эндерс Айленд очень красивый, ну и Mason Island красивый. Это все в бухте, там очень все красиво, замечательно, лодки, яхты, ну, в общем, красиво. Но вот у них есть проблемы, потому что они должны бесплатно, то есть они за свои... Mason Island полностью частный остров. Они за свой счет строят дороги, поддерживают их, там, вывоз мусора, все это частное. Ну, то есть они сами за это все платят. И они вынуждены пропускать людей бесплатно по своей дороге, в которую они каждый год вкладывают деньги, которые они ремонтируют. И этот вечный конфликт там, местных с туристами, он происходит постоянно. То есть там, местные бабушки могут накидываться на людей, которые... А что вы тут ходите? Зачем вы тут... Что вы тут делаете? И, ну, это, в общем, достаточно... Такие человеческие отношения, они достаточно, на самом деле, разнообразны и часто непредсказуем. Но там стоит шлагбаум, и в сезон, например, каждая машина, которая приезжает, спрашивает, куда вы едете. Если ты едешь на Эндерс, тебе говорят, давай шуруй, проезжай бесплатно, и смотрят тебе вслед таким очень грустным взглядом. А если ты не можешь сказать, куда ты едешь, то все, иди отсюда. Ну, или сказать, кому ты в гости едешь. Ты, опять же, если едешь кому-то в гости. Правильно, но они-то продают, вернее, вот для них ценность другое, для них ценность как раз вот изоляция, чтобы там никто не ездил. Ну да, они хотели бы, чтобы туда никто не ездил. Но вот так получилось, что через них проезд на остров... Если
для каких-то жителей это ценность, то, понятно, они закроются и не будут туда никого пускать. Ну и тоже, опять-таки, мы скажем, слава богу, это их решение, и они несут все издержки этого решения. Они несут все издержки этого решения. Вот. Но мы говорим о случае, когда люди приватизировали улицу, да, они могут ее закрыть, почему нет? Ну, так мы можем построить сверху дорогу там где-нибудь, или под землей. Вот, проложить туннели, если они такие вперты, понимаете, а нам тут нужно, там, они там, допустим, там закрыли как-то улицу, а этим самым как бы нам теперь надо бежать. Давайте туннель там пророем снизу. Если там действительно оно будет того стоить, значит, люди построят там туннели, не будут их спрашивать вообще, там, ничего, живите как хотите, там, вот, своей там изоляции. Вот. Но, как правило, придет один, значит, сначала с маленьким, значит, мешочком денег, потом, если они его отправят, придет, значит, с мешочком побольше, вот, рано или поздно мешочек перевесит, если там действительно выгодно с точки зрения логистики какая-нибудь городская улица в большом городе. Вот. Это как бы на самом деле каждая улица, каждый транспортный вот этот вот отрезок, они уникальны, да, то есть и улица в маленьком городке, и улица в большом городе с большим трафиком, это две разные абсолютно улицы по своему предназначению. То есть это улица, по которой мы гуляем, к примеру, да, тут у нас каштаны там и так далее. Ну вот, мы привыкли, у нас тут, значит, там ресторанчики и все такое прочее. Вот, и если по ней ездят, то там ездит там раз в час какая-то машина, опять-таки, местного какого-то, значит, там человека. Вот совсем другая история, там какой-нибудь Крещатик там, или еще что-нибудь, который является транспортным узлом. И идея, на самом деле, делать из него пешеходную зону, она полностью идиотская. Ну, вот. Но, тем не менее, кстати, городская власть, она именно этим занимается почему-то. Вот ей нравится, чтобы ее идиотизм как бы был очевиден. Ну, вот, и она любит это демонстрировать. Давайте будем гулять на Крещатике. А какой там смысл? Там грязно, пыльно, летом жарко, блин, зимой холодно. Это же не тот Крещатик, что раньше был, где там цвели каштаны с двух сторон. Ну, вот. Теперь это широкая, значит, как бы городская артерия, ну, вот, по которой как бы идет всегда большой поток машин. Вот. Давайте сделаем ее пешеходной зоной. Там была, не знаю, сейчас осталось или нет, но раньше у них была такая привычка на выходных, там на праздники, они, значит, перекрывали Крещатики для того, чтобы люди там гуляли. А что там гулять? Никакая ценность в этом гулянии. Там гуляют только приезжие, блин. Киевляне вообще на эти штуки не ходят. Ну, по-моему, нет, сейчас не перекрывают. Ну, вот, кстати, я сейчас сидел и подумал, я на выходных в Крещатике уже лет 5 не был, поэтому ничего не могу сказать. Ну, раньше перекрывали. Раньше перекрывали, а сейчас, по-моему, нет, потому что перекрыт же весь правительственный квартал. Там, Грушевского, Банкова, там все это перекрыто, и проехать иначе, как по Крещатику, ну, очень тяжело. Тут вопрос, що у Німеччині схожа проблема з житлом. Корпорації скупають житло і тримають високу ціну, маніпулюючи ринком. Но, насколько я знаю, в Германии и в Голландии и в Дании там проблема другая. Там проблема государственного ограничения цен на недвижимость. Вот там вот есть вот то проблема, так проблема. Да. Потому что в Голландии, например... Ограничение цен на недвижимость, ограничение аренды. В результате чего аренда, значит, вот такая, вот и недвижимость вот такая. Так что эта проблема, ну, корпорациям точно не имеет никакого отношения. Какой смысл корпорациям покупать жилье, я лично вообще не понимаю. Какие именно корпорации имеются в виду? BMW, Mercedes, вот кто этот злодей и зачем ему это жилье? Потому что если он скупил, то я рядом построю и держит высокую цену. Вот. То, видимо, рядом нельзя построить, понимаете? Вот в чем беда. Скорее всего, с этим, даже если там и есть эта проблема, вот, но я лично с ней не знаком, я первый раз слышу об этом, да, то есть я всегда, ну, знаю, что есть проблема именно с регулированием этих цен, которая делает их недоступными как раз для обычных людей, потому что она убивает там конкуренцию. Вот. Плюс высокие налоги с арендодателей, вот, что опять-таки заставляет арендодателя поднимать цену аренды, и соответственно, ну, цена это всегда очень высокая. Вот. Что выгодно, опять-таки, действительно крупным, значит, каким-то конторам или каким-то владельцам
недвижимости, которые на ровном месте имеют себе монопольные привилегии как бы за счет того, что рынок не позволяет никакой конкуренции. Ну, регулирование рынка не позволяет в этой сфере никакой конкуренции. Вот. А вот так, чтобы именно сознательно скупать и держать высокую цену, то, скорее всего, нет. Это как бы действия, в результате таких действий есть, они вызваны обычным госрегулированием. Это стандартная практика везде на Западе и в Соединенных Штатах это тоже имеет место. Ну, в разных штатах по-разному, в разной степени, но тем не менее тоже имеет место. Вот. Это одна из причин, почему на рынке жилья всегда существует классический непросыхающий пузырь, который периодически лопается, потом опять надувается. Вот, потому что цены на него несколько не соответствуют тем, если бы они были, если бы там был свободный рынок. Ну, вот в Нидерландах у них наоборот, у них есть ограничения по цене аренды, которую ты не можешь сдавать свой дом или квартиру дороже, чем определенная цена. И поэтому арендодатели, например, вообще не сдают. Или сдают в таком состоянии, ну вот, что ее никто не ремонтирует, ничего, потому что просто денег на то, что ремонтировать, смысла нет. А снимут и так снимут. То есть у вас и с одной стороны дефицит, а с другой стороны никто не занимается своими домами, потому что арендодатель и так все снимет. И жить с плесенью, например. Кстати, в Ирландии та же история. То есть дом с плесенью считается нормально. Но все равно вы снимете, а мы дороже сделать не можем. Какой смысл нам бороться с этой плесенью? Так что тут разные есть истории. Ладно, переходим к вопросам дальше из чата. Первый вопрос. Владимир, можно ли организовать встречу либертарианцев с вами где-нибудь в Варшаве, например? Да я не знаю, что мне делать в Варшаве. Не, ну люди хотят очно пообщаться. Ну вот давайте условия. Ну что, как обычно встреча, гастроли. Пожалуйста, есть райдер, гостиница, оплата, проживание. Не, ну да, это если у меня будет там нагода какая-то там в этой Варшаве, то есть я мог туда поехать. Ну, либо действительно организуем продюсерское агентство. Вот я подготовлю райдер для Владимира, будем продавать Владимира в Варшаву, потом сделаем тур Варшава, Прага, Будапешт. Так что давайте. Давайте подходить к этому как к бизнесу, как нормальные люди. Если вы хотите увидеть Владимира в Варшаве, давайте садимся, пишем бизнес-план и поедем. Ну да, если мы вне бизнес-плана, то это должна быть нагода, но у меня пока никаких дел в Варшаве нет. Ну, вот так что, я туда не собираюсь. Так что, если хотите увидеть лично Владимира в каком-нибудь городе, пишите мне, будем организовывать встречу, прописывать маршрут. Давно я, кстати, этим не занимался. Надо вернуться. Вообще, гастроли, это ж, как возвращение в молодость. Мы, может, еще сыграем и споем что-нибудь. Как Милей. Рок-классику. Хорошо. Второй вопрос. Мантра либертарианцев «рынок все порешает» приводит к нашей пассивности. Мы просто сидим и ждем, что жизнь сама по себе улучшится, но люди хотят конкретных рецептов улучшений. Ну, например, Густав Малинарий печатался в российской прессе, его аргументы про экономический либерализм люди воспринимали как призыв к пассивности и ничего не деланию. У нас есть всего несколько примеров агоризма, например, биткоин, когда либертарианцы предложили конкретные примеры решения насущных проблем. Но я не уверен, что биткоин это либертарианцы. Ну ладно. Как поменять мышление правых, что пора перестать заниматься троллингом в интернете? Есть ощущение, что кроме троллинга леваков никому ничего не интересно. Ну, а как вы можете? А что вы можете сделать? Смотрите, то есть, тут если вас связали, значит, по рукам и ногам, а потом вы приходите, значит, и говорите, а почему ничего не делать? Потому что ручек нет, ножек нет, как бы ничего нет, да, то есть создая, к примеру, да, даже банальную там какую-то партию создать, так у вас ее отнимут, либо вас убьют, либо убьют эту партию, там технологий миллион. Вот. Если даже вам удастся ее создать,
и вы вдруг там победите на выборах, то потом придет какой-нибудь дядя из Евросоюза и скажет: не, это вы не тех избрали, пацаны, это неправильные, значит, люди, вот мы сейчас вам выборы отменим. Вот. Ну, мы же видим, что творится, то есть там с той же там Ле Пен, то есть я не говорю, что они либертарианцы, да, то есть они с этим, вот, они как бы не похожи на либертарианцев совсем, вот, но тем не менее, так, был Достон. Вот. Но тем не менее, да, то есть с политическими какими-то вот оппонентами, да, власть расправляется нынешняя совершенно открыто, не заморачиваясь как бы никак, во всем мире. Вот. То есть этот путь уже, значит, таким образом для вас в таком виде он заказан. Да, то есть вот выйти с флагом и сказать: мы такие, мы хотим вас тут всех, особенно когда вы скажете, что мы хотим вас тут всех, значит, что вас тут больше не было. Ну, вот вы, наверное, не очень долго просуществуете на этом политическом рынке. Вот. Что касается, там, допустим, Милея, ну, это вот случай, когда там человек случайно попал в эту систему, вот, либо система его туда опять-таки втянула, чтобы он там какие-то помог, на самом деле, ихние вопросы, и ихние же вопросы помог порешать. Давайте мы вот этому дадим здесь немножко, значит, порулить, и он делает то, что мы сделать не можем по политическим мотивам, потому что это нам как бы не подходит, да, а он, значит, сделает, потому что он это говорит. Но другого от того, что он говорит, мы ему сделать не дадим. Вот, потому что он один, у него как бы большинства нет в Конгрессе там и так далее, и так далее. Вот вам ситуация, или такая вот ситуация, лучший вариант, это ситуация Милея. Вот, то есть, когда вам дадут немножко, значит, порулить, но вы будете связаны по рукам и ногам различными коалиционными соглашениями, которые сразу вам отрежут те пункты вашей программы, которые в наибольшей степени угрожают системе. Вот. А любые какие-то попытки там делать сейчас, ну, где сейчас война происходит, в интернете, какие-то свободные там приложения там, и так далее, тоже властями преследуются и гасятся. Там, возьмите тоже Telegram, ну, того же Дурова, там, чтобы там про него не говорили, но так или иначе, как бы это всегда альтернатива, значит, существующим каким-то, значит, подцензурным, значит, более подцензурным, скажем так, менее подцензурным вариантом. Вот. Когда ваше приложение, если оно получит успех там, и так далее, и будет популярным, то вами начнут интересоваться, и возможности ваши начнут, значит, ограничивать, и сделают вам предложения, от которых вы не сможете отказаться. Ну, вот. Так или иначе, да, то есть все это мы наблюдаем, все это мы видим, как, допустим, с той же криптовалютой они отчаянно борются, но с биткоином им трудно, потому что с ним не делая, он все равно будет, да, то есть как бы это, потому что это протокол, ну вот, даже если они там будут уничтожать эти монеты, то они обратно намайнятся, вот, и так далее, то есть он просто будет сбрасываться, масштабироваться в обратную сторону, и мы опять будем майнить биткоины на домашних компьютерах, да, но все равно он будет, вот. Но зато вот они плотно, значит, оккупировали вход и выход из фиата, значит, в биткоин, и обратно из биткоина в фиат. И там они сидят и пасут, значит, очень хорошо все эти биржи, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Это сторона вопроса вот такая, да, это сторона вопроса вот такая. То, что люди считают практикой почему-то, вот. Но на самом деле, конечно же, говоря о том, что рынок решает, никто не имеет в виду, что надо сидеть и ничего не делать. Ни в коем случае. Наоборот, имеет в виду то, что... кто такой рынок? Я всегда говорю, когда вы говорите рынок, говорите и хотите объяснить, говорите люди. Вот люди порешают, это уже становится более понятно, чем рынок, правильно? Ведь это же кто-то сделает, не может так, что оно само не бывает ничего. Вот. Почему рынок работает? Потому что есть свободные предприниматели, которые свободно принимают решения, за них не Госплан принимает решения, не товарищ Брежнев, не товарищ Си, вот, а они сами принимают это решение, сами за них отвечают, и решения эти бывают правильные, неправильные, вот, удачные, неудачные, прибыльные, неприбыльные, и так далее, и так далее, и так далее. И в результате всех этих решений возникает этот эффект, что рынок все порешает.
Почему мы говорим рынок? Потому что мы не знаем, какие именно люди, с какими именно решениями порешали этот вопрос в итоге. Понимаете? Вот. И таким образом, как бы вечные неразрешимые вопросы вдруг волшебным образом решаются сами собой. Такие, например, как продолжительность жизни, да, которая возрастала и вопреки всем усилиям, значит, врачей. Вот. И было там, значит, одно замечательное исследование, когда не либертарианское, нет, это в этом их журнальчике, забыл, как он, Lancet, да, самый почитаемый, значит, медицинский журнальчик, ну вот, где пытались выяснить, в чем же заслуга, чья заслуга, как бы, того, что продолжительность жизни росла. Сейчас она опять падает, ну, потому что они таки победили, у них там, они вакцины всем колят теперь и прочее, прочее. Вот. Но она долгое время росла, они не могли объяснить. И вот начали исследовать, оказалось, что заслуга вот этой вот социализированной медицины во всем этом процессе, она как бы минимальна. Вот. То есть там, где государство туда влезло. На самом деле это изменение поведения людей, это там, забота о своем здоровье, там, физические упражнения, диета, фитнес и все вот это вот в совокупности, здоровое питание и дает в итоге продолжительность жизни, которую я, на примере своего поколения, очень хорошо почувствовал. Вот, потому что, извините меня, раньше там, человек в моем возрасте это был в основном покойник. Вот. А теперь это еще как бы что-то еще шевелится, понимаете, что-то еще тут сижу, тут что-то еще рассказываю. Вот. Как бы, и, ну, сейчас там человек, ну, в мое время человек 30 лет, это, ну, уже так почти пожилой, да, то есть вот он уже, у него уже жена, дети, вот, ну, почти взрослые, да, то есть он уже там какой-то такой где-то маленький начальник, вот. А сейчас это чувачок, значит, который с мамой живет, и он еще ребенок фактически. Вот. Там в подстреленных этих джинсиках, значит, и так далее. Вот. На самокате. То есть к нему даже и претензий особо никто не предъявляет. Тебе же, блин, 30 лет, а ты с мамой живешь. Вот, и как бы, и почему ты не думаешь о своем будущем? А почему не предъявляют? Потому что длительность жизни выросла. Вот. И выросла она не благодаря госусилиям, да, то есть видимым каким-то. А вот представьте себе, было бы Министерство увеличения продолжительности жизни. Вот. Это было бы страшные вещи бы они вытворяли с нами, в результате чего продолжительность бы падала, понятное дело, они бы очень сильно горевали по этому поводу, и еще больше нас бы нагружали. Потому что это есть, ну, как бы видимые решения. Видимые. Давайте мы увеличим продолжительность жизни. Давайте мы будем что-то делать. Вот нам надо увеличить продолжительность жизни, давайте мы будем что-то делать. Люди с такой логикой начинают что-то делать, они создают министерство, вот, которое начинает заниматься продолжительностью жизни, в результате чего она, конечно, будет падать. Вот. А тем не менее, как решает рыночек, да, этот вопрос, он решает в индивидуальном порядке, то есть индивидуальными решениями индивидуальных людей, которые прочитали за счет того, что у них уровень жизни вырос, за счет экономики, да? То есть у них уже есть свободное время, у них есть время почитать журнальчик, а в журнальчике пишут, что надо заниматься спортом, там надо ходить гулять, там надо вот это есть, это не есть, значит, и так далее, и так далее, и так далее. Он уже над этим думает, он там, не знаю, там ходит к врачам чаще, чем раньше ходили, и, вот, потому что медицина тоже де-факто стала более доступной, потому что она стала платной, да, скажу такую, может быть, для многих парадоксальную вещь. Вот. А на Западе, к примеру, она сейчас менее доступна, чем в Украине. Там, ну, это много раз мы об этом говорили, да, там рентгенщика надо ждать 4 месяца, вот, и скорую вызвать невозможно, и так далее, и так далее, и так далее. То есть должен уже умирать, да, то есть у тебя должно быть что-то воткнуто в живот, кровь должна хлестать, тогда, может быть, приедет хоть скорая. А если ничего этого нет, то она, конечно, не приедет, потому что, ну, а зачем? Вот. То есть вот это и есть то, что мы называем рыночник порешает. То есть это просто мы таким образом, это метафора того, что мы бы сказали, что мы не знаем, какие решения каких именно людей приводят к такому результату. Их слишком много, они слишком разные, мы за ними не можем проследить, но мы знаем, что есть стимул, да, действовать в вот таком-то направлении.
действовать в таком-то направлении, значит, люди будут действовать в таком-то направлении, они будут там, естественно, будут совершать ошибки, естественно, кто-то из них будет неправ, вот, но в итоге, как бы, вот, оно все повернет. Вот. Но это отнюдь не значит, что не надо ничего делать. Вперед. Вперед. Именно решения людей, они и есть тот самый рынок. Решение деятельности, значит, людей, они и есть тот самый рынок, без этого ничего, никакого рынка нет. Ну, потому что рынок, как минимум, это обмен. Уже не говоря там о чем-то другом. Для того, чтобы обменяться, на что-то сделать, на что-то иметь, во-первых, чтобы был обмен и так далее. Надо думать, что тебе нужно, да, то есть целую группу решений принять для обмена, простого хотя бы. Вот. То есть, да, вот надо действовать, Вот. Но если мы берем какую-то очень обобщенную проблему, которая состоит из миллиона разных аспектов, и де-факто в виде такой вот обобщенной проблемы, как, например, продолжительность жизни, да, это абстракция, это высосанная из пальца фигня, ее нет в природе. Вот. Есть жизнь каждого отдельного индивида, которых мы сложили, померили, продолжительной жизни. Вот у нас проблема, оказывается, продолжительной жизни. Вот. И преступность точно такая же проблема. Есть конкретные козлы, которые мешают нормальным людям жить. Вот. Но это не преступность. А мы этих козлов сложили, значит, измерили. Вот. Преступность, давайте будем бороться с преступностью. Вот. Это бессмысленное абсолютно занятие. Надо бороться с преступниками. Да? С преступниками. То есть с теми козлами конкретными, которые нам мешают жить. Вот. А когда вы будете бороться с преступностью, у вас ничего не будет. То есть это вот такая методологическая ошибка всегда в этом присутствует. Вот. Но прежде всего я хочу здесь сказать, что когда мы говорим о том, что рынок порешает, всегда имеем в виду решение частных лиц. Вот. И, безусловно, решение, что означает их активность. То есть никто ни в коем случае не говорит о том, что надо сидеть, ничего не делать. Но опять-таки я тоже не сижу и не делаю. Вот, и Дмитрий не сидит и не делает. Мы сейчас вот с вами тут, по крайней мере, тут пытаемся разговаривать, вот, какие-то идеи доносить, а без идей нет действий. То есть идея всегда предшествует действию. Да? Когда человек осознает, что что-то вот в жизни как бы его не устраивает, и он уже хотя бы думает над тем, как это изменить, вот это и есть результат идей. То есть то, чем мы сейчас как бы заняты. Если бы этого не было, мы бы здесь бы не сидели, потому что, ну, что говорит, что не говорит, там, как об стенку горох. Вот, но мы-то знаем, что на самом деле идеи предшествуют всегда деятельности, и ради этой деятельности мы это и делаем, а не ради того, чтобы просто посидеть здесь, значит, поболтать, поумничать на разные такие вот хитрые темы. Ну вот интересно, кстати, что государство, контролируя, не может контролировать биткоин, но может контролировать биржи. Бирж без регистрации, чтобы ты мог вывести и завести деньги, практически не осталось. Их несколько штук, и они передаются уже просто так, по цепочке, чтобы как можно меньше людей о них знал. Поэтому, а если посмотреть на тот же Binance, самую большую биржу, то, например, в Америке вы не сможете зайти на Binance, в который вы заходите в Европе и в Азии. То есть приложение европейское в Америке Binance не работает. Вы должны заходить на Binance US, который подчиняется американским законам. Но это вообще бледная копия там, европейско-азиатского Binance. Ну, то есть вообще это какой-то такой позапрошлый век, но тем не менее следует американским законам. Но тот же Binance в Украине, евро вы завести не можете, потому что вы из Украины. А в Китае вы не можете вывести деньги. То есть, кстати, большинство статей на Binance посвящено от китайцев, посвящено тому, как вывести деньги для того, чтобы к тебе не пришла полиция. Ну, то есть, тут вообще то есть государство пытается обкладывать вот со всех сторон и с переменным успехом. Иногда даже получается. Ладно, следующий вопрос. Это так, я вспомнил. Христианство, по сути, вопрос. Это из Телеграма. Христианство, по сути, зародилось как попытка создать систему противостояния имперскому этатизму того времени. В Библии описаны правоотношения людей с фактически либертарианскими на тот момент заповедями о неагрессии, частной собственности и самопринадлежности. Впоследствии все выродилось в систему противостояния империи, которая империю пережила, ну и так далее. Украинские анкапы не будут использовать опыт успешного перехода от этатизма к христианским ценностям, про какие мы знаем по прошествии 2000 лет. Или так и будут разговоры вести, а не писать свою Библию. На основе какой последовательной литературы выстраивать признание постулатов детьми? Или только песочница воспитает?
Человеческую деятельность дети просто не осилят без проповедников, которые таки должны создать систему либертарианских и экономических знаний, кое сейчас пока не выстроена, хотя литература таки есть, но не систематизированная. Или систематизация, по мнению Владимира, не важна и не должна быть применена в случае либертарианских ценностей, коих стоит придерживаться. Но при написании своих книг он систематизировал информацию и опыт или без этого обошелся? Вот такой вот вам длинный вопрос. Ну, вы систематизируете так, систематизируете. Дело просто в том, что не может быть никакой окончательной систематизации. И систематизацией занимается любой, кто пишет там какой-то связанный текст. Ну, понятно, не текст по современной социологии, да, где белиберда, просто набор слов, а если вы пишете какой-то связанный текст, то, конечно, занята систематизацией, и это нормально. Просто когда речь идет, я подозреваю, может быть, я ошибаюсь, но я подозреваю, что когда речь идет о такой вот претензии к систематизации, упоминаются Библии и так далее, то есть вещи, которым придается сакральный какой-то смысл, то речь идет об окончательной систематизации. Я просто не думаю, что она возможна. А относительно песочницы песочница сама ничему не учит. То есть учит родители, которые... А вот родители уже может почитать Мисоса и там еще чего-то. Вот, как бы и иметь насчет этого свои представления. Дело в том, что все равно либертарианцы, какие бы они ни были там разные по разным позициям, имеют общие позиции там, в вопросах прав собственности, свободы и так далее. И с моей точки зрения этого вполне достаточно. Никакая другая сверхсистематизация, там подробная, там заповедями Моисея, там вот такими вот на самом деле, да, где там того не делай, этого не ешь, значит, туда не ходи, здесь не нужно, с моей точки зрения. Ну, родителям в песочнице будет достаточно объяснить ребенку, что не бери, потому что чужое, и не отдавай, да, потому что твое. Потому что твое, да. Все. На этом можно заканчивать либертарианский подход. Вопрос. Подскажите, как можно будет защитить свои вложения в разработку в случае индустриального воровства, если не будет патентного права? Через суд или патентное право будет выглядеть по-другому? Нет, патентного права, то есть патентное право это монополька, то есть вам государство дает монопольку на какое-то там решение, которое вы нашли. Ну вот, скажем так, давайте назовем это, ну, если абстрактно говорить, это технология. Вот, там шпиндель, втулки, моталки, значит, вы там поставили туда, а не туда, где он раньше был. Вот это, значит, называется изобретением, на это дается патент. Вот, я как человек, который пытался, значит, тоже этим заниматься, я это хорошо знаю и имел дело с людьми, которые выдают эти все, значит, документы. Вот, и формулу изобретения помню до сих пор, да, вот такой вот текст, где ключевой момент, отличающийся тем, что, вот, потому что всегда вы должны указать аналоги, а дальше, значит, вот после этих слов вы описываете, собственно говоря, что у вас там нового, как бы вы предлагаете в отличие от того, что было. Вот. Так вот, конечно, ничего этого быть не должно, потому что это не что иное, как привилегия, как бы, потому что, ну, масса, во-первых, случаев, когда параллельно люди приходят к одним и тем же решениям, да, но кто первый добежал, значит, до патентного бюро, тот почему-то, значит, и снимает сливки. Вот. Там просто в этой интеллектуальной собственности, так называемой, есть несколько разных аспектов. Если говорить ну, давайте, ладно, скажу вкратце хотя бы о разных аспектах, потому что есть один действительно важный аспект, это то, что называется интеллектуальной собственностью тоже, это бренды, то есть товарный знак, вот, который, с моей точки зрения, с точки зрения Ротбарда, например, он имеет действительно значение, потому что это как знак качества, да, своего рода. Вот, это машина Mercedes, и мы об этом можем, значит, судить по всем известному, как бы, значит, логотипчику, который туда к ней прикручен. Вот. Если какой-то хмырь, значит, в гараже сделает, значит, какой-то автомобильчик и прикрутит туда, как бы, этот значок и будет продавать его, как бы, под видом Мерседеса, вот, то, конечно же, тем самым он, условно говоря,
претендует на мою работу, да, потому что я своей репутацией заслужил репутацию, ну, качеством продукта заслужил репутацию определенного бренда, вот, и этот значок есть свидетельство как бы этого качества. Вот. И другое дело, конечно же, возникает интересный вопрос, а если он делает хорошую машину? Но если он делает хорошую машину, мы можем посмотреть и действительно сделать его там нашим локальным каким-нибудь там, если он захочет, производителем, к примеру, да, если он делает такую же хорошую машину, как и мы. Вот. Но обычно чужие бренды цепляют как раз на плохие товары, ну, вот, чтобы выдать плохой товар за хороший. Вот. Это действительно есть проблема. Все остальное проблемы нет. Исторически и есть там разные историко-экономические, значит, исследования. Теперь мы возвращаемся уже к вопросу о том, как защитить, значит, условно говоря, ваши инновации, то есть как защитить ваши вложения. Выгода ваша состоит в том, что вы первый на рынке. Вот. И если вы понимаете, как это дело, то есть было всегда в СССР большая проблема, которую громко рассказывали, значит, там даже с самых высоких трибун. Это проблема внедрения. Вот говорилось, что советские люди изобретали такую кучу всего, столько хорошего придумали, а вот внедрить, зараза, вот никак не могут. Да? Вот есть изобретение сферические вакуумы, а есть сферическое вакууме внедрение. Так вот, этого быть как бы не должно, да, и оно все должно идти в пакете. Вот как там товарищ Тесла работал, значит, с Вестингаусом, да, значит, вот они, значит, вместе должны, один изобретает, другой уже сразу думает о том, как это внедрять. Вот. И одно без другого существовать как бы отдельно не может. Отдельно не может. Вот. Поэтому, но если вы изобрели, особенно в какой-то узкой сфере, к примеру, действительно там новые какие-то вещи, переменные, значит, постоянный ток, да, и соответствующее как бы оборудование там для него, там, либо для того, либо для другого, способ его транспортировки и все прочее, вот, то это вам обеспечит надолго как бы отдачу как бы от ваших инвестиций. Вот, потому что сфера новая, никто туда без вас, потому что вы знаете слишком много о ней, а никто, кроме вас, там, столько не знает. Вот, и поэтому туда вот так вот просто, чтобы толпы ринулись, значит, и начали это делать, такого не будет. Вот. И вы будете фактическим монополистом некоторое время, значит, за которое вы должны успеть ваши деньги отбить. Вот так это должно работать. Но если речь идет о том, что вы шпиндель, значит, втулки-моталки прикрутили, значит, с другой стороны, то, конечно, это могут повторить быстро и другие люди. Вопрос просто в том, насколько это экономически... То есть, да, изобретение есть патент, вот, но насколько оно кому-то нужно, да, то есть насколько оно продается, мы этого не знаем. И тут, кстати говоря, очень важный аспект тоже появляется, а именно тормоз на самом деле в развитии разного рода инноваций. Потому что вот такого рода патенты, которых 99%, которые и не вашим, и не нашим, то есть он вроде как, да, действительно, это новое что-то, вот, по формальным признакам, но в реальности мы это делать не будем, потому что, скорее всего, оно не окупится, и вот оно валяется как патент. И вот приходит человек, который действительно придумывает что-то новое, но для того, чтобы это все внедрить, ему надо купить вот еще кучу вот этого всего мусора, который, значит, героические изобретатели наградили за все это время. Вот, потому что без этого, да, то есть потому что ему те же люди скажут в патентном бюро, что ты извини, а это патент был вот такого-то, вот у вас он применен. А это, значит, вот еще был патент вот такого вот у вас он применен. И вот это вот все у вас применено. Вот. И поэтому давайте-ка вы, значит, там покупаете или что-то делаете, вот, чтобы мы могли вам дать, значит, вам уже патент на это все дело. И вот таким образом мертвых хватает живого, да, то есть вещь, которая, допустим, человек пришел, зная, что он может ее реализовать, и экономически где-то она будет эффективна, вот, вдруг оказывается, что он связан по рукам и ногам какими-то прошлыми, значит, вот этими монопольками, которые в силу просто формального соответствия тому, что это изобретение, вот, они, значит, существуют и держат его, значит, за руки, за ноги, не давая ему там развиваться, не давая ему дальше
продавать что-то, значит, делать что-то, что будет экономически эффективно. Вот. Но как там реализовать свои, значит, вот инвестиции, то это так. Это так. То есть делать то, что будет востребовано, вот, а не просто что-то от балды, чем как бы были заняты вот изобретатели, и до сих пор они заняты в основном этим. Вот. То, что можно продать, и предполагая, что таким образом, значит, вот пока вы будете первым, вы получите, значит, свою прибыль, которой и отобьете все эти вложения, или даже, значит, еще там сильно преуспеете. И у вас будет стимул там делать что-то еще дальше, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, кстати, мы вчера только с Михаилом Чернышем обсуждали цьогорічних лауреатов премии имени Нобеля в области экономики, и там два из них как раз и разработали модель всего, как они говорили, которая ссылалась к тому, что они считают, на какой срок нужно выдавать патент, чтобы технологии не развивались слишком быстро, чтобы не страдали другие люди, которые не успели. Ну вот такие вот премии выдаются нонче. Ну, как, в принципе, и всегда. Они же выдают премии либо в области экономики, либо за анекдоты, либо за бессмысленные какие-то вещи, в которых много моделей и цифрок. Ну, что делать? Добрый день. Владимир, вы знаете о канале Льюиса Россмана? Он выставляет свет на плохие действия средних и больших компаний, хотя иногда и политиков тоже. В частности, затрагивает события, ведущие к ИИ Surveillance и к отбору компаниями права введения пользования какой-то смарт-техникой, программно блокируя доступ под разными предлогами. А также, например, подписки на услуги техники, доступные физически, но требующие плату за их активацию. Мне интересно, исходят ли все эти неприятности лишь из абьюза рынка государством, или все же что-то из этого было бы и при анкапе, скрытое в каких-нибудь terms of service, которые никто не читает? Ну, все эти вещи в основном как раз и возникают из-за интеллектуальных прав собственности. Все эти пользовательские соглашения, там, как это называется, EULA, это, которую никто не читает, значит, там на многих страницах. Вот. Лицензионное соглашение, что вы типа лицензируете, да, на самом деле. Естественно, любой человек хочет себе, значит, упростить жизнь. Там неважно, кто там, госчиновник или он какой-то предприниматель и так далее. Это нормально. Из этого следует исходить. Если у него есть возможность нажиться, значит, ну, и упростить себе жизнь за счет других, он будет это делать. Просто при анкапе, как бы, у него, ну, во-первых, меньше стимулов это делать, но главное, почему? Потому что меньше возможностей, чем при государстве. Потому что при государстве таких возможностей очень-очень много. Вот. Поэтому вот оно все вот так вот криво идет. И, безусловно, я думаю, что в 90% случаев, на самом деле, инициаторами всех вот этих вот идиотских нововведений являются производители там, тех или иных продуктов или услуг. Вот. Потому что они видят такой прекрасный инструмент, как государство, вот, которое может одним решением создать им такую квазимонопольку, вот, где они будут прекрасно жить просто, значит, за счет того, что лишат своего, значит, потребителя тех или иных возможностей, которые у него есть на свободном рынке. Что он не сможет от них сбежать, например, прежде всего, да, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Так что 90% всего этого делается именно по этой причине. Но опять-таки, как я сказал, люди всегда будут стремиться, если они видят способ обмануть ближнего, вот, и получить какую-то, значит, денежку, да, или какую-то выгоду для себя, они, конечно же, будут это делать, и при анкапе люди такие же, как и при другой системе, соответственно, они будут к этому стремиться. Вот. Но возможностей у них будет значительно меньше для этого. Вот. И рыночек рано или поздно их будет как бы наказывать, потому что никто не сможет заставить, если вы как бы добровольно с этим не согласились, вас следовать тем или иным дурацким правилам, которые там диктует тот или иной производитель. Там ты, пожалуйста, в мой мотор не лезь, там и так далее. То есть этого ничего не будет, я думаю. Это не выживет просто. Вот. Чтобы там человек купил машину и не мог там ничего там поменять, да. Вот.
Либо, ну, будет выживать, но там какое-то короткое время, например, да, за счет того, что это будет массовая какая-то машина дешевая, которую действительно можно будет там легче, проще там ремонтировать только на ее вот этих вот сервисах. А сервисах это и будет много, например. Именно в силу того, что машина простая, например. Ну, я тут фантазирую, но такая ситуация может быть тоже. Да? Вот мы продаем вот такой продукт. Его много, его покупают все, он дешев, сердит, и ремонтируем мы его на наших, значит, только, значит, на наших станциях, потому что, опять-таки, они доступны и дешево, их полно кругом. Вот, потому что там же мы и пончики продаем, значит, и еще что-то делаем, вот, и еще я буду немножко шить. Вот, поэтому, как бы, может быть такая бизнес-схема вполне. Вот. Но в данном случае у нас опять-таки есть выбор, у нас есть выбор купить другую машину, где нету этого всего, если мы так уж сильно как бы вот, озабочены возможностью самостоятельно эту машину ремонтировать, вот, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть всегда ANCAP отличается тут радикально тем, что никто не может навязать правила универсальных для всех. Одинаково. И силой потом их еще, значит, вот, энфорсить. Поэтому такого, конечно же, попытки, безусловно, будут, но вот в таком масштабе, как это и сейчас, этого не будет. Так, просят прокомментировать награждение Нобелевской премии по экономике, но я, наверное, мы не будем тратить на это время, если интересно. Посмотрите, вчера мы с Михаилом Чернышевым этому посвятили там кучу времени, разговаривали на эту тему, так что можно посмотреть там, если интересно. Чи планується переклад Man Economy and State Ротбарта? Так он уже есть. Ну, он есть, но он не вышел еще. Он давно закончен. Насколько я знаю, он сейчас в издательстве. Вот они там сейчас читают этот перевод, потому что книжка толстая, непростая. Вот. Непростая, скажем так, для чтения и для понимания местами. Вот. Поэтому, видимо, еще какое-то время это все займет. Но перевод уже сделан, он давно в издательстве. И я там тоже с ним долго мучился. И еще, наверное, помучаюсь, потому что у меня там есть еще пару вопросов, которые надо будет уточнить как бы до окончательно возможной точности, скажем так. Вот. Но я это буду уже делать, когда мне придут правки из издательства, и тогда уже будем уже думать дальше. Ну, скоро ждите, короче говоря, оно уже на подходе. Владимир, объясните, пожалуйста, еще раз отсутствие проблемы безбилетников в свободном обществе. Проще вот объяснить его присутствие, то есть его нет. Кто такой безбилетник? Это можно начать, опять-таки, с методологии. У нас нет четкого критерия, значит, для того, чтобы что-то называть фрирайдерством, да, то есть этим самым безбилетником. Вот. То есть, если кто-то в троллейбусе, значит, едет и не купил билет, то это проблема на самом деле вот этой самой службы, которая там занята этим троллейбусом, либо если это частный владелец, да, то это его проблема, почему, как и каким образом он это дело как бы допустил, да. Но обычно имеется в виду не такие случаи, а вот когда что-то кто-то сделал, а другой на халяву воспользовался. Вот. То есть, ну, и здесь у нас возникает сразу вопрос вот этой самой методологии, а где граница, так сказать, насколько далеко мы можем вот это самое безбилетничество распространить. Вот. Уолтера Блока, например, там, ну вот он пишет, что, например, ну вот там красивые женщины ходят, понимаете, бесплатно, а мужики на них смотрят. Вот. Надо же бабки брать за это дело, да? То есть как это так? Это несправедливо, государство должно вмешаться, вот, и как бы проблему решить. Ну, то есть здесь нет у нас, если нет четкого критерия, то у нас работает тогда принцип доведения до абсурда. Вот, то есть любая такая ситуация может трактоваться как ситуация безбилетника и соответственно, как бы как повод для вмешательства со стороны государства для того, чтобы ее типа урегулировать. Ну, вот.
по своему опыту в истории, которую я уже миллион раз рассказывал, могу просто повторить, что я лично с такими ситуациями никогда в жизни не сталкивался. И вот есть классическая именно вот из опыта история, которая могла бы быть в учебнике по экономике переведена только с другим исходом. Вот. А именно когда мы с соседом поставили дверь в нашем подъезде в многоквартирном доме, вот, поскольку он находился дом рядом с метро, вот, то там, значит, ходила куча разного народа, включая всяких там бомжей, алкоголиков, наркоманов, которые, значит, там тусовались на нижних этажах и сильно как бы мешали жильцам, больше всего мешали мне и моему соседу. И вот мы тупо скинулись и, значит, поставили эту дверь. На тот момент это было где-то $300, но это было дорого, это были большие деньги. Вот. То есть мы скинулись вдвоем, поставили эту дверь и как бы раздали жильцам, там написали объяву, что приходите, забирайте эти ключики, значит, все, пришли, они забрали. Вот и все. То есть экономическая теория, которая верит в безбилетник, она бы сказала, что это невозможная акция вообще. Она бы сказала следующее, что вот все остальные жители этого подъезда на халяву, значит, пользуются теперь, значит, вот этой дверью, и поэтому, зная это, что вот это очень важно на самом деле в этой теории, зная это, никто бы не поставил никогда эту дверь, потому что понимая, что он не сможет со всех остальных собрать плату за это. Но мне-то плевать на эту плату, вот в чем дело. Понимаете, я ценю наличие этой двери гораздо выше, чем вот эти $300. Понимаете? И поэтому для меня этой проблемы нет. И поэтому я беру и ставлю. И, кстати говоря, нам вернули эти деньги в итоге постепенно, не сразу. Вот. Один сосед зашел, другой зашел. А сколько это стоит? А тыры-пыры. Вот. То есть мы свое получили в итоге. То есть никакого тут даже и материального ущерба не было. Просто это было растянуто во времени. Вот. И мне, например, плевать, что не все в итоге заплатили. Вот. Мне даже было бы плевать, если бы не заплатил никто. Потому что я просто хочу, чтобы дверь там была. А вот эта экономическая теория говорит о том, что я не могу такого захотеть. Потому что мне будет жаба добить, что другие не заплатили. Вот в этом суть как бы теории всей этой безбилетника. А для чего такая теория? Для того, чтобы потом сказать, а вот если бы государство заставило их и собрало бы принудительно с них, значит, там какой-то наложек, и на этот наложек, значит, они поставили бы дверь, тем самым мы бы эту проблему решили. Вот. То есть это как бы максимально оторванная от жизни теория, которая реально не понимает, что люди по-разному смотрят на одну и ту же проблему, у них есть разная готовность ее решать там, и так далее, и так далее. Они готовы пожертвовать разным объемом благ, так сказать, для ее решения. Вот. И что человек не есть там какой-то калькулятор, который только в денежных единицах измеряет свои выгоды. То есть для них как бы субъективная теория ценности прошла мимо них. Вот. Для авторов этой теории. Ну, у нас тоже такая была история, когда подъезд, даже не подъезд, а коридор, на этаже 8 квартир, ну, и мы поставили дверь для себя в коридор. Единственная проблема была с соседями, доказать им, что эта дверь там нужна за свой счет, и раздали соседям ключи, и все. И ни с кого ничего не требовали, потому что это нам было нужно. Поставить. Нет, так и мы не требовали, сами принесли потом. Ну, потом уже, когда замок сломался, соседи сами как-то сообразили, его починили, тоже раздали ключи. Ну, то есть уже процесс пошел. Ну, изначально. Ну, просто проблема безбилетника не волнует. Есть проблема безразличия, мне кажется. Если тебе что-то надо, то ты эту проблему решаешь. Если ты волнуешься о несчастных бабушках, то ты находишь конкретную бабушку и помогаешь. Если тебя волнуют проблемы с сиротами, находишь сироту и ему помогаешь. Вот и все. А когда ты начинаешь перекладывать это на кого-то другого, рассказывать, что это государство должно или кто-то, то значит проблема тебя просто не волнует. Ну, мне кажется, таким образом это все решается. Ладно, еще у нас есть вопросы из Твича. Вопросы из вечных. Ну, то есть, можем, наверное, коротко начать. Почему кто-то не задумывается о том, что налоги несут вред обществу? С какого аргумента в первую очередь стоит начать, чтобы переубедить такого человека? Как переубедить человека, которому безразлична экономическая теория, он не будет читать основные трактаты? Покажите ему уголовный кодекс, статью, по-моему, там разбой или еще что-то такое.
Вот. В любом уголовном кодексе любой страны есть такая статья, значит, и она полностью описывает налогообложение. Вот. То есть без согласия, там, по предварительному сговору. По-моему, разбой больше всего подходит. Там их несколько раз. Вот. И пусть этот человек, значит, просто вот объяснит, в чем разница. В чем разница вот этого, как бы, преследуемого законом действия от того, что делает государство. Самое простое упражнение, вот, которое, так, с моей точки зрения, довольно хорошо прочищает мозг. Хорошо, давайте, наверное, последний вопрос будем завязывать, потому что уже час 40. Как-то уже, да, мы сегодня как-то разошлись. Ну, давайте последний вопрос, и как раз выйдем на час 45 и будем завязывать. А дальше за деньги. Как вы считаете, что может стимулировать державников вернуться к твердым деньгам, ведь искушение делать деньги из воздуха очень соблазнительно? Нет, их ничего не может стимулировать. Это может быть только явочным порядком случившиеся вещи, такие как биткоин. То есть, и причем на фоне жесткого кризиса. Потому что биткоин, почему у нас проблема входа-выходов, почему у нас биржи там, и почему там государство, да, регулирует это все, потому что он не успел достичь как бы сетевого эффекта. То есть достаточного количества людей, которые бы могли использовать как деньги. Это вина в том числе и разработчиков, которые начали потом это все. Потому что они думали тоже, прежде всего, к сожалению, о том, как быстро нахайпить. Они не понимали его политического и экономического значения. Вот. А если бы они приложились в тот же лайтинг, они придумали там на энное количество лет раньше и другие, значит, возможности для того, чтобы обмениваться биткоином, можно было бы просто и быстро, вот, то ситуация могла бы быть и другой. То есть вот отсутствие сетевого эффекта как бы и сделало в итоге, то есть когда, грубо говоря, что такое наличие сетевого эффекта, когда цены устанавливаются в биткоин. То есть вот как в доллары, да, вот до сих пор. Там, когда мне говорят цену в гривны, я ее всегда мысленно перевожу в доллары. Ну, особенно, ну, если это большие покупки, мелкие, понятно, нет. Вот. А всякие большие, там машины, там дома, там и так далее. То есть я всегда мысленно считаю баксы, потому что я привык. Ну, вот. Так вот цены, и для меня ценообразование, оно все равно как бы в долларе происходит. Вот. Так вот, если оно происходит в биткоине, вот это считайте, что сетевой эффект, он уже есть. Да, и добиться такого сетевого эффекта можно во время кризиса. Можно во время кризиса. То есть, когда люди ищут альтернативы фиатным деньгам, то есть это должна быть гиперинфляция, вот, а-ля 93-й, значит, год у нас, значит, когда эти купоны были там, не знали куда, бежали быстрее, так сказать, купить что-нибудь на них, вот, потому что они превращались в дым на глазах. Вот. Вот в такой ситуации как бы наличие такой альтернативных предложения, значит, такой альтернативной денежной единицы, оно приводит к сетевому эффекту, с которым потом государство справиться не может. Вот оно не может до сих пор справиться с так называемой долларизацией экономики, да, не может. Уже сколько лет прошло, казалось бы, что доллар, что гривна, он этот доллар, он стоит как пень, блин, и не растет, хотя по идее должен, а он, зараза, не растет, потому что его слишком много сюда накидывают. Вот. Но, ну и другие причины есть для того, чтобы он не рос. Но тем не менее, люди все равно продолжают мыслить, такие как я, продолжают мыслить в долларах, и там и расчеты стараются делать в долларах и так далее, и так далее, и так далее. И с этим ничего государство поделать не может. Вот. И может быть такая ситуация, когда, условно говоря, и придется и налоги тогда брать биткоин. Понимаете? Вот. А если оно начнет брать налоги в биткоинах, значит, оно не сможет, ну, то есть оно практически вернется к времени золотого стандарта, потому что оно биткоин не контролирует. Ну, как бы оно там не пыжилось, оно ничего с этим сделать уже не может. Если цены у вас в биткоинах, если у вас налоги в биткоинах, значит, биткоин тогда уже победил. Это уже сетевой эффект. Это означает, что денежную массу они контролировать не могут. Это означает, что их возможности схлопнулись радикально. В десятки, сотни, может быть, и в тысячи раз. То есть это как бы совсем другое государство получается, которое вынуждено считать копеечки, вот это вот унижаться перед этими лохами, понимаете, а не то, что сейчас. Да, ну, можно перейти к Pax Gold, например, криптовалюте, привязанной к золоту. Там масса есть вариантов, которые можно
Нет, можно, конечно, да, То токены, есть которые привязаны. токенизированному золоту Да, можно, например, обменять всю гривну, перевести в токены и обменять в электронный формат, но при этом закрыть возможность полностью дальнейшей эмиссии. Ну, то есть тоже можно. То есть варианты есть, но никто пока этого делать не может, да, но это тоже на потому самом что деле решение в области криптографии, потому что, ну, как закрыть, да, вот это есть у нас, для этого у нас и есть криптография. Вот. То есть, так или иначе, это все равно будет вариант криптовалют. Вот, только будет как бы исходить из некой там изначальной массы этой гривны. Но это все равно криптовалютное будет решение. Да, да, решений таких много, но просто как бы когда я говорю биткоин, я говорю условная вот единица, денежную массу, которую вы не можете контролировать росчерком пера. Кстати, эфир сюда не подходит. А подходят любые как бы валюты с proof of work, так сказать, протоколом. Потому что там вы ничего сделать не можете, а вот всякие эфиры, там, значит, Виталик, да, может нарисовать там теоретически сколько захочет. Да. Ну что, вот как-то у нас все время получается. Чем бы ни говорили, все равно мы приходим к криптовалюту. Все, да, на этом будем заканчивать. Спасибо большое, Владимир. Сегодня у нас 1:45 мы проговорили. Ну, не рекорд, конечно, наш, но достаточно долго. Всем спасибо, кто нас смотрел. Пишите свои вопросы в комментариях. Присоединяйтесь в следующую субботу. Будет еще повод задать вопрос, если вы сегодня не успели. А если хотите очную встречу, пишите мне. Будем организовывать шоу и туры по городам мира. Но у нас будем согласовывать условия и поехали. Это не вопрос на самом деле. Все, всем спасибо, всем пока и до встречи. До свидания. До свидания.